Приветствую вас на своем канале. Сегодня поговорим, какое питание необходимо для фиалки. А пока хочу показать вам свою новинку. Это сорт Ле Авантюра. Заказывала я его черенком. Посадила лист в такую вот кофейную одноразовую чашку, в которой у меня растут остальные фиалочки. И лист мне выдал целый лес деток. Я насчитала, по-моему, 4 детки. Все они вот сидят в одном стаканчике, теснятся. Поэтому удалю уже цветоносы и сегодня рассажу всех деток по отдельным стаканчикам. Это такие розовые анютки, разбавленные пестрыми фиолетово-сиреневыми штрихами, пятнышками фантазийными, где-то больше, где-то меньше, таких вот вкраплений. Даже проглядывается зеленая светлая кайма по краям лепестков. Но это в начале цветения. Спустя время она, конечно, исчезает, становится менее заметной, но пока вот можно заметить такой вот бледный салатовый кантик. Это зацвела одна из деток, выпустила несколько цветоносов. Очень яркий, нарядный сорт. Я убедилась, что цветение сразу по сорту, с первого раза она зацвела по сорту. Но вообще по первому цветению не надо оценивать фиалочку. Если зацвела она бы не по сорту, то всегда фиалке нужно давать второй шанс, второе цветение нужно дождаться. И тогда фиалка может раскрыть все свои сортовые признаки. Но эта фиалочка вот сразу выдала сортовое цветение, чему я очень рада. Сорт мне очень понравился. Сегодня рассажу всех деток. Кстати, лист еще крепкий, здоровый, зеленый. У него отличный тургор, поэтому я, скорее всего, еще раз переукореню этот лист. Так как сорт мне понравился, почему бы не укоренить его еще раз? Итак, возвращаясь к теме питания фиалки, оно у нее должно быть постоянно, так как фиалка непрерывно растет, развивается, цветет, соответственно, она расходует много сил, много энергии, питания, поэтому, конечно же, фиалку нужно поддерживать этим питанием, будь то свежий грунт, в который вы пересадили фиалку, и на первое время в грунте как раз есть питательные вещества, необходимые ей. Или же вы подкармливаете удобрением фиалку. У меня, кстати, это разные удобрения, я или фертику использую, или вот такое вот удобрение комплексное, оно для фиалок, для глоксиний, и, как заявлено, вот подходит для фитильного полива сразу. Тоже нравится такое удобрение. Если не давать фиалке ни одно, ни другое, то есть ни свежий грунт, ни удобрения, то она будет из себя выжимать, так сказать, все соки из корней, из листвы, и тем самым истощая себя. Мы уже не говорим о цветении, мы говорим, чтобы фиалка хотя бы не, скажем так, истощила себя сразу, быстро, то она начинает все эти питательные вещества тянуть именно из корней, из листвы, пока. Но в конце, в итоге, если не предпринимать никаких мер, то фиалка в итоге может просто погибнуть. Если недоступно питание извне, то листва начнет желтеть, начиная с нижнего яруса, так как она начнет все соки выжимать из листвы. И это касается не только
подкормок или пересадок. Это еще не своевременный полив. Да, из этого тоже вытекают проблемы с корневой. Они начинают пересыхать и полноценно уже не работают, не поглощают и не доставляют фиалке необходимые важные элементы. Поэтому второй фактор я выделю — это здоровье корней. Здоровые корни, значит здоровая фиалка, которая будет цвести и полноценно развиваться. Следующий момент — это недостаток освещения. При хорошем, правильном освещении листва будет яркая, сочная, здоровая. При недостаточном освещении она становится блеклой, тусклой, и поэтому своего рода это тоже такое питание в виде источника света. Фиалка начнет активно закладывать цветоносы, цветоносов будет намного больше, размер цветов будет крупнее. Поэтому вот сейчас, с приходом весны, обязательно просмотрите свои фиалочки, пересадите их в свежий грунт, и фиалочка отблагодарит вас, порадует своим красивым пышным цветением. Сейчас световой день уже увеличивается, и вместе в комплексе с пересадкой фиалка очень быстро тронется в рост. Вот эти фиалочки я уже недавно показывала в своих видео, они на тот момент еще не цвели. Я их пересадила где-то недели 3 назад, и вот они уже с цветоносами. Эти розеточки выпустили цветоносы. Я всего лишь пересадила их в свежий грунт. Они нарастили новую корневую, и вот уже с цветоносами. Я их еще не подкармливала. Начинаю я их удобрять где-то спустя месяц после пересадки, так как корневая должна адаптироваться в новом грунте, в новом горшке, расправить все свои корешки, и только где-то спустя месяц я фиалочку начинаю удобрять. Либо фертика, либо, как я уже сказала, вот такие вот удобрения. Для цветения в удобрении в составе должно быть больше фосфора и калия. Вот, поэтому сейчас как раз самое время пересадить все свои фиалочки. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, приглашаю вас в комментарии. Пусть фиалочки радуют вас своим красивым, пышным цветением. И увидимся с вами уже в следующих видео. Всем пока!